Это Nexon X11. Да, это TV-бокс, который, вернее, не он аналог RTX 2, а RTX 2 аналог X11, потому что X11 это базовый из HDR10+, с классным охлаждением, а вот это вот под него прошивка. Вернее, это немножко не так, это родная прошивка. Называется она Technozone X11 модификатор, и здесь нет ни одной строчки кода, которая была бы из Slimbox, либо из других каких-то кастомных прошивок. Нет. Суть этого всего дела такая, что наш Technozone модификатор меняет саму прошивку Nexon X11 прямо в TV-боксе до неузнаваемости. Ну, во-первых, вы видите, что это очень-очень быстро работает. Если вы думаете, что для этого нужно просто уменьшить, например, отключить анимацию перехода, это все фигня. Кроме этого, здесь сделано все буквально. 4К интерфейс заменен на 1080p для уменьшения буфера. То есть у нас изначально все это начинает работать быстрее. Удалены многие фоновые службы, которые не нужны были, Realtek, которые мониторинговые, телеметрия и тому подобное. Они остановлены. Мало того, то, что можно менять картинки, это все понятно. И выглядит это примерно вот таким вот образом. Все, что писалось вокруг Technozone модификатора, оно писалось очень облегченным вариантом, чтобы максимально просто и быстро работало. Смотрите, Technozone модификатор. Что у нас становится сразу? У нас можно выбрать встроенный root, либо Magisk, который устанавливается. У нас можно отключать AISR, кстати, его нельзя отключить просто так в прошивке. Просто так нельзя отключить, он отключается конкретно вот через наш модификатор. Локальную громкость можно сделать, это, может кому-то надо, и такое просят прям люди. Есть легкий сон, есть у нас установка правильного Katniss и Google TV и двойной Home по последнее приложение. Если вы думаете, что это как у Slimbox украденное из Yogos, то нет, здесь по двойному Home вот такая вот штука, где вы можете переключаться, закрывать, и это конкретно написано с нуля. Почему в таком виде? Для того, чтобы не засорять память. Мы просто когда посмотрели вариант переключения с этими большими картинками, то там буфер отжирает просто-напросто капец памяти. И само по себе это переключение тоже забирает ресурсы. Поэтому минималистичность, ускорение и максимальная совместимость. Мы можем, например, открыть, что с вами можем открыть? Давайте откроем ютубчик, да? Открыли, и все сразу заработало. При этом работает все очень быстро, чинно и благородно, скажем так. Вы можете 2 раза нажали, да, и перешли и открыли, например, там браузер. Кстати, в браузере мы сразу с вами увидим вот наш сайт. Давайте откроем наш сайт, вот этот вот Technozone X11 модификатор. Сразу говорю, не шейте на RTX 2, будет беда. Будет беда, потому что есть некоторые отличия. То есть здесь даже есть предупреждение. Все, что вы делаете, кстати, вы делаете на свой страх и риск. Комплект проверяет, потому что ляжет криво, будет не очень живо. Конечно же, слава Украине, героям слава. Это для того, чтобы вы понимали, что это конкретно украинская модификация. И что мы здесь имеем? Полный набор функций. У нас, во-первых, включена защита, базовая защита. Все модифицированные прошивки, они обычно подвержены взломам. Да, здесь у нас есть защиты. При этом есть защита и от ботнетов, и просто стандартная защита. Быстрый интерфейс, то есть мы перерендериваем наш интерфейс в 1080p. Да, выглядит не очень, я могу сделать переключатель, если хотите. Будет 4К, но тогда пеняйте на себя по быстродействию. Меньше фоновых служб. Двойной домик, это мы уже поняли. Стефания в качестве голоса по умолчанию со всеми премиальными функциями. Samba сервер и Samba менеджер и CIFS клиент, это все написано с нуля нами. Light Sleep выключает HDMI, оставляя Wi-Fi, Bluetooth и USB активными с очень минимальным потреблением. Киберстефания это наша функция смены рабочего стола, безопасное обновление, и все это вы можете вообще почитать сами. Тут именно расписывается, что устанавливается, конкретно расписано, чтобы люди понимали, этот модификатор открытый по факту. Вы можете сами пройти, проверить, что мы сделали. То есть не так, чтобы там люди боялись, что там с нашей прошивкой что-то попадет. И здесь есть краткая инструкция, но мы ее сейчас посмотрим более детально. Смотрите, модификатор Kit вы можете загрузить. И теперь дальше выходим. Что у нас есть еще? Давайте пошли. Из приложений. Смотрите, то есть если мы пойдем и с вами запустим Samba и CIFS наши, то мы увидим с вами здесь конкретный целый менеджер
доступов, он сканирует все, что есть, он монтирует все, что есть, видите, XFAT, NTFS, внутреннее хранилище, он видит все, то есть у нас и FAT32 он видит, можем запустить, останавливать, посмотреть его состояние этого самбо сервера по факту. То есть вот, пожалуйста, его, ну это наши диагностические, то есть сейчас-то мы его, давайте остановим, потому что мы в другой сети сейчас, я его дома делал. Можем с вами менять пароли самбы и, конечно же, управлять всем, чем хочешь. Он прямо сейчас показывает, что конкретно можно, вот, допустим, прописывать в винде для того, чтобы подключиться к этому самбо-серверу. И можно даже скопировать готовые пути. И также можем добавлять NAS-сервера. Если у вас есть NAS-сервер, расширенные папки, то он тоже это все может. Но есть ограничения. Дело в том, что в самой прошивке Android 14 у Realtek базовых прошивок нет стандартного именно CIFS клиента, поэтому CIFS клиент написали мы. То есть, когда добавляете, вы заходите сюда, сейчас, в принципе, это все посмотрим, как это работает, и управляете вашим, скажем так, оттуда можете прям проигрывать с вашего NAS-сервера. То есть, это очень-очень все хорошо сделано. Ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик, переходим сейчас, установим это все. Кстати, вот да, стэшу забыл показать, то есть она здесь заведена на кнопку, и я покажу, как это все дело настраивается. Ну, как вы поняли, что это для жителей Украины. Давайте. Аватар. Здесь он будет максимально правильно работать, с максимальной совместимостью, с родным пультом, и даже родной голос будет работать, то есть во всех приложениях. Тут вообще проблем не будет. Все. Переходим. Начнем, конечно же, с сайта модификатора. То есть здесь вы можете загрузить комплект. Пожалуйста, нажимаем сразу, вот именно загрузить, загружайте сразу zip. Почитать вы сможете абсолютно все сами. Основные моменты я вам уже рассказал. Останавливаться на этом не буду. Но советую загружать. Последняя версия всегда будет в нашем телеграм-канале, который опять же в ссылке в описании под видео. Что же из себя представляет приставка, я вам напомню. Кстати, можете посмотреть опять же обзорчик на нашу приставку X11. И что из себя представляет. Это Realtek 1325 с технологией AISR, искусственного интеллекта, улучшения изображения. Есть версия 4х64, 4х32 и, конечно же, с достаточно мощным нормальным процессором и 1000-мегабитным LAN. Именно под нужды тех, кому нужен 1000-мегабитный LAN, она и делась. Это не сертификат с AV1 кодеком, с 265, VP9, все как бы стандартно и хорошо. Здесь Wi-Fi 5, но в принципе тутитуар он работает очень даже неплохо, с 3 USB портами. Ну и, кстати, напоминаю сразу, что можно купить подписочки очень дешево, по очень низкой цене и, в принципе, дешевле, чем у самих операторов наших украинских провайдеров, именно OTT провайдеров. Поэтому переходите, смотрите на tvtechnozone.com.ua. Что же насчет приставки? Основной функционал. Действительно, все сделали очень-очень быстро, очень-очень быстрым, очень-очень классным. Сам по себе Technozone модификатор. Мы сейчас еще пройдем путь установки и настройки, но уже когда он настроен, что вы можете? Вы можете открыть, конечно же, Magisk. Вот, пожалуйста, спокойно с ним работать. У нас есть модификация отключения AISR, потому что, давайте, вот я сейчас ее уберу, я вам покажу. Дело в том, что в стоковых RTX 2 и в Nexon X11 на последней прошивке нельзя отключать AISR. Смотрите, если мы пойдем в изображение и звук, это в настройках дисплея, мы выключаем, возвращаемся, и он все равно включается. Даже если вы выключили, перешли через домик, а потом вернулись, ну, допустим, перешли через домик, а потом, допустим, работали и вернулись в настройки, вы думаете, он выключен, он все равно включен. Потому что он все равно возвращается, не меняет сам триггер. То есть меняется вот эта штучка, а сама по себе функция остается рабочей. Поэтому Technozone модификатор конкретно отключает AISR. Локальная громкость, то есть обычно он может там через ЦИК регулировать громкость, но вы можете ее включить, и тогда будет регулироваться именно громкость андроида. Ну, так как у меня сейчас ЦИК нет, допустим, даже если я ее сейчас выключу, то у меня, нажал случайно, да, то у меня все равно будет Android, скажем так, регулировать это все дело. Также установка легкий сон, гасит HDMI без глубокого сна, но его перед этим нужно установить, тоже разберемся в настройках. Katniss плюс Google TS. Очень классная тема, она назначает их автоматически правильно для того, чтобы работал голосовой поиск от Technozone. И двойной хоум после приложения. Последнее приложение это по сути диспетчер приложений. То есть если мы нажмем двойной хоум,
то у нас открывается вот такой вот диспетчер. Здесь, кстати, модификатора вы не найдете, закрывать его не нужно. Он управляется автоматически сам собой. Также вы здесь можете поменять фон Android TV Home. То есть у нас сейчас здесь вы ничего не видите. Можем просто-напросто взять и загрузить на USB Pictures. Он видит различные картинки, которые там есть. Ну, например, тест 4К. Да, он там увидел из этого. Здесь есть перечень всех картинок. Если вы вставите USB-шку, то он, вот эта штука, да, мы можем просто взять ее и применить. Хотя это, конечно, жесть полная будет. Оно мне интересно, фон установлен. Что у нас получилось? Ой, какая чушь получилась. Ну, прикольно. Ну, это работает. Кстати, это тоже не бралось из кода нигде. Это было написано все самим. Я предпочитаю, здесь есть 3 предустановленных: командный центр, есть стэша наша, именно Стефанийка. Сейчас, вот это вот красиво. Красиво и приятные обои. Мы специально подбирали такую, ну, мне это конкретно не нравится. Мне нравится больше командный центр или, мне нравится больше неоновый Киев или орбита. Вот неоновый Киев — это прям сама Стефанийка там стоит, а орбита — это вот такая вот штука, там тоже стоит Стефанийка, только спиной. Давайте применим, посмотрим, как это выглядит на самом ТВ-боксе. Подбирал специально так, чтобы и в интерфейс вписывалось приятно. Ну, согласитесь, это действительно приятно выглядит. То есть, кому хочется, тот так и ставит. Я не стал сюда включать какие-то сторонние приложения, допустим, там вот этих вот красивых видов и все остальное. Но надо, установите сами. Не надо, вернее, хотите, напишите в наш чат именно по Rocktech и Nexon, и мы добавим, поработаем над этим, добавим. Дальше у нас удалить Aptoid. Дело в том, что изначально стоит Aptoid в системе, он стоит как системный, вы можете его удалить через вот этот вот наш модификатор, можете заблокировать установку глобальную из неизвестных источников. То есть почему это не даст сторонним, допустим, устройствам по типу там взломанных роутеров, либо кому-то в сети вашей установить без вашего ведома неизвестный пакет. Также закрывать TCP IDB постоянно. Можно включить потом временный, а можно включить постоянный просто-напросто. Теперь дальше. Здесь идет установка стеши. Можно установку подписки сделать. Мы не делаем принудительно это. И установка приложений для покупки ТВ-боксов со скидками. Установить анимацию. Изначально после установки анимации нет загрузочной. И, конечно же, можно защита root после Magisk заблокировать старый SU. Перекрывает старый бесконтрольный SU, System Overlay включает только после проверки Magisk Root. Если вы понимаете, о чем идет речь, пожалуйста, пользуйтесь. Light Sleep для X11 он устанавливается, который активируется выше. И защитный профиль X11. Установить защитный — это он удаляет Aptoid для пользователей 0, блокирует неизвестные источники, закрывает TCP/IP после перезагрузки. Короче, он делает пакет различных действий для защиты ТВ-бокса от внешнего влияния. Это, в принципе, вот его приводит к состоянию сертифицированного, но без сертификации, конечно же. Работает Стефания. После установки, по сути, я назначаю Стефанию на кнопку улюбленный додаток, она называется. То есть вы нажимаете, у вас будет стэша. В самой стэше вы в настройках берете, включаете просто-напросто слушать микрофон сразу. Или же Стефанию вообще тоже по умолчанию включать. То есть это будет очень удобно. Давайте 65%. И она будет в максимуме всегда работать. То есть нажали. Фильм про синих человечков. Я не знаю, чего и говорить, какие. Вот у меня уже, знаете, при написании самой Стефании у меня уже голова, смурфики, елки. А я даже не знал, да, смурфики, да, пожалуйста. Подобрать похожие, и вот, пожалуйста, тоже можно посмотреть кот в сапогах. Не знаю, почему кот в сапогах, но давайте оценим, как плохо. Не знаю, ну, сильно такой контекст интересный. Хотя я там, конечно, клацал много чего при написании. Ну, например, там мультфильм про пухлого медведя, который хотел заниматься восточными единоборствами. Да, панда кунг-фу, ну или там, можно говорить, фильм «Аватар». Ну, во-первых, он нашел аватары, да, там вот эти все, которые есть, и найдет еще от кинокритика еще аватары. Вы нажимаете на аватарчик, где смотреть, и он ищет вам, где смотреть. Ну, у меня здесь сейчас не установлены другие приложения.
для обзора, делали именно для настройки. В принципе, разбирайтесь, прошивочка классная. Да, по Double домику у нас вызывается вот такой вот диспетчер приложений. Написан, как я уже говорил, специально для полного облегчения работы. Имеется в виду, не нужно там ничего переключать, что-то там мышкой махать, переключать, не смахивать. Нет, здесь это работает как диспетчер устройств. Вы можете открывать, закрывать, переключать и выбрать то, что вам нужно. То есть вы можете сами контролировать там Spotify. Нафиг он здесь нужен, там, возьмите его, удалите вообще. То есть это достаточно удобно. Поработали неплохо. Давайте так, переходим к модулю уже установки и выводов. Начнем мы конкретно с установки, да, с сайта закачки. Мы заходим на сайт именно Stashy. На X11 делаем загрузить zip и получим с вами вот такой вот файлик в загрузках, который вы распакуете. Если вы не умеете распаковывать, лучше вообще сюда не лезьте. Первое, что делаем, это в Life Only. Он проверяет целостность модификатора. Давайте, все, оно проверило, отлично, можно закрывать. И здесь стартуем тот язык, который вам удобен. Давайте стартуем RU. Здесь у нас в любом случае, я вам говорю, используйте кабель. Вам он все равно понадобится, потому что прошивка через Fastboot идет. То есть первично можно, конечно же, ввести свой IP-адрес и 1325 для X11, но мы здесь нажимаем Enter, он уже его видит, USB-AA подключен у нас, и нажимаем ОК. Кстати, все, что вы делаете на свой страх и риск. Ну, у меня здесь Magisk уже активен, поэтому он его пропустит но у вас все установит, не переживайте. И у нас 10 шагов. 9 шаг это перезагрузка, 10 шаг это уже он проверяет, закрыты ли все дыры для доступа внешних там каких-то моментов зараженных, либо не закрыты, поэтому ждем. Все установлено. Давайте reboot. Печатаем reboot обязательно. Приставка перезагружается и просто-напросто ждем результата установки. Я скажу вам сразу, я уже разворачиваю на полный экран, он потом все равно после перезагрузки проверит 10-й пункт, это чисто проверочный, не более. Сейчас у нас загружается уже модифицированная стэша. Вот она, пожалуйста, вот такая вот красивая появилась. И мы видим уже, Стефаника у нас установлена, все прошито, прописано. Я вам скажу сразу, смотрите, что вам необходимо доделать. Ну, уже вы можете идти в модификатор, что-то делать, что-то запускать, допустим, проверять обновление. Вы можете перейти открыть Magisk Manager, конечно же, он видит, что он уже активный. Root Backend, можете выключать ASR, локально менять громкость, легкий сон, все отсюда уже установить то, о чем я говорил. Кстати, вот видите, у нас закончил работу мастер установки, он просит нажать кнопку и в принципе все, на этом все закончится. На что хочу отметить внимание. Вы можете открывать TCP/ADB, вы можете открыть на постоянно, допустим, TCP/ADB порт, если вы пользуетесь, например, какими-то приложениями для управления через ADB вашим TV-боксом, например, тем же самым ATV-Help, да, ATV-Tools, вернее, не ATV-Help, ATV-Tools вы открыли, пошли в настроечки, пошли в параметры разработчика и взяли вот так вот, сделали, где у нас там налагоджение USB, выключили и включили, и он у вас будет работать с открытым портом 1325. Если захотите закрыть, потом в стэш-модификаторе всегда можете запретить использовать это все дело. То есть здесь она максимально просто защищена. Что я еще делаю? Я, конечно же, назначаю кнопку любимого приложения, это Стефанию, Technozone TV Search. Вот назначили, да. И у нас теперь работает и голосовой поиск стандартный Google. Все, выходим из него, потому что он должен работать во всех приложениях. И по кнопке любимого додатка, любимого приложения, он включает Стефанию. В самой Стефании идем в настроечки. Ну, я люблю 65%. Включаем с вами, смотрите, сразу слушать голос. И, в принципе, уже все. Хотя вы можете включить еще режим Стефании, если любите там прикалываться чисто изначально с режима Стефании все смотреть. То есть это будет выглядеть таким образом. Аватар. Все, он начал искать аватарчик. Ну, у меня здесь приложений еще других никаких не установлено. И, в принципе, здесь уже можете с этим взаимодействовать. Если вы будете со Стефанией, то он будет искать конкретно в режиме ИИ. Здесь это будет постоянно в Pro-версии работать именно в режиме ИИ. Что мы еще здесь делаем? Technozone Samba CIFS. Можете, в принципе, нажимаем «Разрешить доступ ко всем файлам».
Давайте попробуем, что у нас тут. У него уже разрешено, в принципе. Если включим, и здесь уже можно сделать все, что вам захочется. Вы просто-напросто сканируете диски для работы. Давайте я подключу, например, USB-флешку какую-то. Давайте мы просканируем. У нас появились все диски, которые есть на этой флешке. Запускаем Samba сервер и можем получать уже доступ, монтировать. Samba сервер включено. Я вам сразу говорю, вам нужно сделать логин и пароль. Ну, имеем с вами уже прошитую, да, Стефанию и стэш-модификатор. Все отлично работает. Тут вообще действительно топово. И предлагаю вам сейчас сделать таким образом, чтобы вернуть на сток. То есть нам сток тоже нужен. Некоторые не захотят, например, пользоваться. Для того, чтобы сделать сток, мы идем в настройки. У меня здесь активное приложение. Во-первых, вам нужно включить в параметрах устройства об устройстве, ну, наш разработчик, хотя, думаю, вы разработчика изначально уже держали. И в самих параметрах разработчика вам нужно выключить и включить, ну, так как у меня TV-Box сейчас подключен через USB, вы услышите даже, как это включится. Выключили и включили. Все, включилось, TV-Box у нас, в принципе, на месте. После этого идем в нашу папку. И у нас тут есть Rollback to Stock X11. Мы нажимаем Rollback to Stock X11, выполнить. Здесь мы печатаем сток. Сразу говорю, опять же, он полностью уберет магиск и все остальное, хотя после этого надо сбрасывать, конечно же. И пошло-поехало. Он засунул туда один файл и ждем сейчас, что у нас получится. То есть он должен пройти 6 этапов, приставка перезагрузилась, клинап окей, можем выключить уже USB-шку, она нам в принципе не нужна. Приставка уже ушла в перезагруз, если она сейчас повиснет надолго в черный экран, не пугаемся, просто-напросто подождали, если не загрузилась, просто перезагрузили руками и сбросили до заводских. В принципе, весь процесс, сейчас подождем чуть, я перезагружу, вы увидите, что ничего с ней страшного не произошло. Хотя можно подключить обратно, тут абсолютно никакого. Она в сети, в принципе. То есть можно сейчас уже сейчас просто выключить. Видите, выключил. Но лучше подождать подольше. И включить. И подождать, пока она загрузится. Вы увидите, что она уже пойдет загружаться в стоковый Nexon, пожалуйста. Уже не будет наших магисков, не будет ничего. Ждем. Видите, у нас стандартная уже пошла анимация, и он загрузится уже в стоковый наш вариант. Хотя, опять же, после этого обязательно сброс. То есть увидели, у нас теперь главное все тоже. Теперь вы можете провести сброс этой приставки, больше ничего. Ну а видео по, допустим, как настраивать CIFS, самбу и все остальное, мы, конечно же, разместим у себя в телеграм-чате, для того, чтобы это было вот именно как инструкции внутри чата. Для YouTube это слишком нудно, долго и никому не нужно. Что могу сказать? Пользуйтесь, загружайте и, конечно же, пишите в наш чат по Nexon X11, который размещен в описании под видео.